Тема 830. Многоразовые женские прокладки. Вот до этой идеи никакой мужчина не додумается, даже тот, который красит губы и наряжается в женское платье. Хотя я сама была в шоке, когда увидела вот такой товар на Etsy.com. сайте рукодельников. Поначалу я даже не поняла, что это такое. Что-то веселое, с крылышками, явно на что-то похоже, на то, что иногда очень часто рекламируют по телевизору. Оказалось, это некая домохозяйка, мать 3 детей, шьет подобные многоразовые прокладки на своей швейной машинке, как какие-то детские пеленки, и продает их на Etsy. И так продает, что ей позавидует любой научный сотрудник любого российского НИИ. За последний месяц она их напродавала на $5000, как минимум. Ее страничка на Etsy.com Shop Mother Moon Pads. За 6 лет торговли у нее почти 9000 продаж, а продает она эти штуки не только поштучно, но и комплектами. За последний месяц, с 25 февраля по 25 марта, я насчитала 720 продаж. Учитывая, что эти прокладки она продает по цене от $4 до $11, а я взяла среднюю цифру $7, и получилась сумма 720 штук $7 $5040. И это в стране победившего капитализма, где женщинам подобает покупать все стерильные и одноразовые, о чем мы мечтали в голодные до женских штучек советские годы. Как оказалось, мода на многоразовые женские прокладки пришла в США совсем недавно, судя по тренду. Google. Наверное, ее и создали неутомимые рукодельники, оставшиеся без работы в кризисный, для Америки, 2008 год, как упомянутая выше рукодельница, пришедшая со своими прокладками на Etsy. В 2009 году на российском рынке такого товара почти нет. Вопрос, правда, от 2012 года. Но даже сейчас, в 2015 году, ни в каких аптеках я такого товара даже не видела. Говорят, такие приспособления легально продаются в Европе и Японии. Некоторые женщины эти диковинки оттуда привозят, где они продвигаются как экологичный товар, чтобы оторвать милых женщин от привычных одноразовых штучек. А для нас, россиянок, это как раз неплохое приобретение в кризисное время, ведь одноразовые прокладки, и прежде дорогие, сейчас, наверное, еще американки. Часть из них в описании своего магазина пишут, что они являются лицензиатами. Compliant FDO. Это Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в США. Любая домохозяйка может там зарегистрироваться и получить право шить на своей машинке подобные прокладки. Но о своей причастности к FDO пишут далеко не все рукодельницы. Одна рукодельница продает прокладки с 2011 года, а FDO оформила только в 2015 году. Другие вообще FDO не заикаются ни в описании своей страницы, ни в описании товара, и продают. С другой стороны, я не нашла продавцов этого товара ни во Франции, ни в Польше, ни в Германии, где они особенно популярны, ни в Голландии. Одна француженка продает только выкройки этих прокладок. Я сначала подумала, что Etsy разрешает такими вещами торговать только американок, канадок и англичанок. Именно это основная география рукодельниц по прокладкам. Но потом я нашла одну испанскую рукодельницу, единственную со всей Испании, которая их спокойно продает по всему миру. Правда, у нее всего 34 продажи за полгода, но и изделия у нее, извините меня, довольно страшненькие, либо фотографировать она не умеет, так что, я думаю, нашим рукодельницам стоит попробовать, поизучать, из какого материала делают свои творения успешные американки, и предложить такой же товар, только красивее и дешевле. В описании товара можно сослаться, если не на FDO или российский санэпидемнадзор, то хотя бы на сертификаты на ткань, а продавцы ткани должны их иметь, либо ни на что не ссылаться, как это спокойно делают другие.
Кроме того, как я уже говорила выше, подобный товар можно продавать не только американкам, а своим же женщинам, которые ищут подобные вещи по форумам. Даже если не ищут, просто предложить. Даже если не в интернете, а в своем городе. Своим окружающим, знакомым, подругам. Вокруг каждой женщины найдется кружок из 10-50 других женщин, а у тех аналогично от 10 до 50 таких же знакомых, и пошли-поехали продажи, как в каком-либо сетевом маркетинге. Ведь американки про подобные вещи еще несколько лет назад знать не знали и как-то обходились, пока неутомимые рукодельницы не начали производить красивые, на кнопочках, с крылышками, мягкие изделия, а красота – великая сила. Я таких прокладок не нашла даже на ярмарке мастеров. Live Masteru. По поводу того, разрешат ли их продавать даже на ярмарке мастеров, я нашла подобный детский товар, который спокойно продается безо всяких санитарных справок и заключений. Вот на этой страничке. Live Masteru item 2788431 Работи Delia Temnoga Razova Poduznik. Если подобные изделия можно деткам продавать, то женщинам и подавно, если бы наша санэпидемстанция знала, чем мы пользовались в советское время, она бы ужаснулась. И ничего, мы выжили. Так что доставайте свою старую машинку и начинайте творить. Экспериментируйте с дизайном, тканями. По ходу дела осваивайте маркетинг, искусство фотографирования и презентации. Это тот бизнес, где мужчины не будут вам мешать. Это будет полностью ваше дело, ваше творчество, независимость и доход.